Вот такие вот очень вкусные, необычные огурцы на зиму сегодня мы приготовим. В этих огурцов есть один большой плюс и один большой минус. Какие? Досмотрите до конца, и я там расскажу. Всем привет, друзья! На одну порцию нам понадобится вот таких вот небольших, красивых молодых огурцов ровно 1,5 килограмма. Все огурцы нужно хорошо вымыть, а затем для ускорения работы вначале вот таким вот образом удаляем с каждой стороны вот эти вот попки огурцов. А затем я беру вот такой вот фигурный нож и каждый огурец, который поменьше, разрезаю вначале на две половинки, а затем каждую половинку еще на 4 части. Конечно же, можно взять обыкновенный нож и не выделываться, как выделываюсь я. И посмотрите, если огурец у вас побольше, его вначале разрезаем на 3 части, а затем каждую часть также разрезаем на 4 кусочка. Но самое главное, если вы захотите, эти огурцы можно нарезать любым удобным для вас способом. Можно нарезать просто на кружочки. Все нарезанные огурцы отправляем в отдельную глубокую тарелку. И в тарелку к огурцам нужно будет отправить 1,5 столовые ложки соли. Далее огурцы нужно будет в тарелке очень хорошо перемешать, так чтобы соль равномерно распределилась по всем огурцам. После перемешивания тарелку нужно накрыть либо крышкой, либо так как я, просто полотенцем. В таком положении под полотенцем огурцы должны будут лежать у вас 2 часа, но через каждых 20-25 минут огурцы нужно будет еще раз вот так вот хорошо перемешивать. Нам нужно, чтобы огурцы пустили сок. Через 2 часа берем кастрюльку подходящих размеров. В эту кастрюльку отправляем 200 грамм сахара. Далее берем яблочный уксус, 1 стакан 200 мл. Только берите яблочный уксус, ни в коем случае не берите обыкновенный столовый. Сюда же в кастрюльку отправляем 1 чайную ложку с горкой куркумы, пол чайной ложки красного острого молотого перца и 2 столовые ложки горчицы в зернах. Я использую вот такую вот французскую. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Кастрюлю отправляем на огонь, и огонь под ней делаем чуть ниже среднего. Все, что есть в кастрюле, нужно будет довести до кипения. И после того, как все у вас закипит, в эту кастрюлю нужно отправить полностью все огурцы. Самое главное, огурцы нужно будет отправлять вместе с соком. Сок никуда не девайте, он должен оказаться в кастрюле. Ну и после того, как вы отправили все огурцы в кастрюлю, их нужно будет время от времени помешивать и довести это все до кипения. А после того, как огурцы в кастрюле закипят, их нужно будет время от времени помешивать и кипятить ровно 5 минут, не больше. Когда у вас огурцы прокипят 5 минут, нам понадобятся стерильные банки. Как стерилизовать банки и крышки, надеюсь, вам рассказывать не нужно. Затем вот это все, что есть в кастрюльке, распределяем по 3 пол-литровых банках. Это у нас получится 1 порция. Банки я заполняю полностью под самый верх, а жидкости на миллиметров 5 ниже от верхушки банки. Смотрите, если у вас винтовые крышки, просто вот таким вот образом закручиваем их рукой полностью до упора. Ну а если под ключ, то их нужно будет просто закатать ключом до тех пор, пока ваша крышка будет закатана. Ключ у меня специальный спиральный. Когда банка закатана, ключ соскакивает со спирали и больше не дает крутить. Все закатанные банки я переворачиваю вниз крышками вот таким вот образом. Ну и конечно же накрываем их полотенцем для полного остывания, так чтобы они не слишком быстро остывали. Итак, банки остывали целую ночь. Смотрите, какая красота в итоге у нас получилась. Все крышки втянулись внутрь банки, так и должно быть. Это значит, что наши огурцы хорошо закатаны и будут дожидаться свою очередь в зимнюю пору. Итак, самый большой плюс этих огурцов то, что это самые вкусные огурцы, которые вот уже несколько лет подряд мы закатываем на зиму. А минус это то, что они слишком быстро заканчиваются. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, напишите в комментариях свой любимый рецепт огурцов на зиму. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. И еще посмотрите один рецепт огурцов, который готовится очень быстро и называется минутка.